Я работаю продавцом в продовольственных магазинах и как-то раз устроилась на работу с высокой оплатой, что, сами понимаете, очень редко с моей профессией. Но самым удобным было то, что я работала в своем районе, и мне не приходилось ездить по окраинам. Работала в ночную смену, с 8 часов вечера до 8 часов утра, и потом отсыпалась весь день. Самое лучшее время – это с 2 до 5 утра. В этот период у меня почти нет посетителей, и я могу посмотреть телевизор или что-нибудь почитать. И вот однажды в очередную ночную смену я смотрела повтор новостей. На часах было 3:37 ночи. Вдруг я услышала звон колокольчика, возвещавший о приходе посетителей. Я оглянулась и увидела 3 молодых женщин. 2 из них я знала, это были мои соседки из подъезда рядом. Зина и Галя, подружки не разлей вода, обе молодые, 20-25 лет. Галя уже замуж вышла, а Зина все ходила в девках. Третья девушка была мне незнакома, но, по-видимому, тоже их подружкой была. Они все втроем улыбались и, кажется, были немного пьяны. Галя увидела меня и прям завопила: «Людка, ты ли это, в нашем районе, что ли, теперь работаешь? Вот так повезло. Слушай, ну продай нам, пожалуйста, виски, как соседям своим». Она пошатывалась, поэтому Зина слегка придерживала ее за руку. Я подумала, почему бы и нет, и пошла за бутылкой. Когда я сняла ее с верхней стойки и принесла им, они прям расцвели. «Ой, спасибо», — воскликнула Зина, «а то мы уже в 3-й магазин заходим, в предыдущих 2 нам не продали». «Ну это-то понятно», — ответила я, смеясь. «Ну если вам еще понадобится, заходите, но никому не говорите, что я продаю. Я только вам, в качестве исключения». «А что за повод?» «Да вот муж Гали уехал, а ей дома страшно одной. Говорит, давит ее что-то там, вот мы и решили собраться вдвоем и погулять как следует». «А она кто? Тоже подруга?» — спросила я, разглядывая незнакомую девушку в сером пальто, мерно расхаживающую и глядящую на витрины. «Кто?» — удивленно спросила Зина, оглядываясь. «Ну вот, в сером пальто, которая с вами зашла». Зина недоуменно посмотрела на меня и сказала: «Мы зашли одни, Галя и я, с нами никого не было». «Да вот же она», — махнула я в сторону девушки. Зина и Галя оглянулись, их взгляд растерянно перемещался по магазину. Казалось, они не замечали тонкой женской фигуры, разглядывающей стеллажи. Они смотрели сквозь нее, и я с ужасом поняла, что они ее просто не видят. Ее видела только я. Сердце бешено заколотилось в груди. Я, не отрывая глаз, смотрела на незнакомую девушку, которая повернулась ко мне лицом. Она была молодая, с красивыми ровными чертами. Наверное, ей было лет 20. Она улыбалась. Я обратилась к ней: «Девушка, вам что-нибудь подать?» Зина и Галя вытаращили свои глаза на меня и вмиг протрезвели. «Ты чего, мать, с кем разговариваешь?» — спросила Галя испуганно. «Здесь никого нет», — добавила Зина. «Да, вы правы», — сказала я, улыбаясь через силу. «Не хватало еще, чтобы эти двое разнесли по району, что я сумасшедшая. Это просто шутка». Галя и Зина молча смотрели на меня, потом Галя протянула деньги и добавила: «Ну у тебя и чувство юмора». Я чуть со страху не умерла. Я взяла деньги, а сама чувствовала, как все тело становится твердым как дерево от страха. Боковым взглядом слежу за девушкой в сером пальто. Та медленно подходит к нам. Руки у меня трясутся так, что роняю всю мелочь на пол. Галя и Зина переглядываются, наверное, подумали, что совсем крыша у меня поехала. Я наклонилась и принялась собирать мелочь, а про себя молилась, чтобы видение исчезло. Когда поднялась, чтобы отдать сдачу, почувствовала, как каждый волос на моем теле встал дыбом. Девушка стояла позади Гали и обнимала ее, при этом она улыбалась мне какой-то странной неестественной улыбкой. От этого зрелища мне стало по-настоящему плохо, а Галя как будто ничего не замечала и в недоумении смотрела на меня. «Ну давай деньги», — попросила она. Я отдала ей деньги и, не отрывая взгляда от девушки, смотрела, как Зина и Галя с этой девушкой за спиной, которая теперь просто держала Галю за плечо и шла за ней, вышли в морозную ночь. Всю ночь я думала об этом и никак не могла понять, что со мной произошло, какое именно психическое расстройство я подхватила. На следующий день я поняла, что ни за какие деньги я больше не буду работать в этом магазине. Через неделю после этих событий я шла по улице и встретила плачущую навзрыд Зину. Она шла домой. Я спросила, что случилось и почему она плачет. Зина сквозь слезы сообщила мне, что Галина умерла. «Что с ней случилось?» — спросила я изменившимся голосом. «Задохнулась газом в квартире», — ответила Зина. «Муж, бедный, места себе не находит, страдает, это у него уже 2-я жена погибает». «А кто первая?» Я думала, Галина первая
первая и была. Вот первая, ответила Зина и засунула руку в сумку, что-то нашаривая. Мы ее с детства знали. Галина с ней дружила очень долго, а потом так получилось, что Галя мужа у нее увела, та и повесилась от горя. А теперь и Галиночка умерла. Зина дала мне в руки старую фотографию и зарыдала с новой силой. Когда я посмотрела на фотографию, то внутри у меня все похолодело. На той фотографии рядом с Галиной и Зиной стояла та самая девушка в сером пальто.